Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду говорить про то, что современная женщина не умеет любить, а умеет вытягивать все ресурсы из мужчины, и мужчину воспринимает только как банкомат и кошелек, который должен обслуживать все ее желания. И сегодня я поставлю женщину на место мужчину и посмотрим, понравится ли женщине, если к ней не будут относиться с любовью искренне, а будут только ей пользоваться. Мы все знаем, что есть оригинальная вещь, дорогая, и у этой вещи может быть подделка. И в нашем сознании подделка всегда стоит дешевле оригинала, причем разница может быть существенная. И мужчины не понимают, а во что они должны вкладываться, за что они должны платить, если они видят перед собой подделку, а не оригинал, а не настоящую женщину. Если смотреть описание любви, то нигде нельзя найти, что любовь – это про материальное. Но это любовь – это про взаимность, когда оба партнера вкладываются равноценно в отношения. Ну а сейчас что можно увидеть от современной женщины? Женщина будет устраивать скандалы, она будет вечно всем недовольна. Сколько мужчина бы не заработал, ей миллиона мало. Женщина забывает, что она тоже должна отдавать в отношениях, а не только получать. Любовь – это и про поддержку, когда мужчина и женщина поддерживают друг друга в сложных жизненных ситуациях, но никак не бросают при первой же возможности. Мужчины часто в комментариях пишут о том, что больше нету жен-декабристов. Да? Любовь – это не про эгоизм, когда человек хочет только все потреблять для себя и не думает о человеке, который находится рядом. Сейчас женщина может не отдавать отчет в том, что мужчине не всегда могут даваться просто так деньги, и мужчина их может не с легкостью зарабатывать. Вот, например, я была недавно в сервисе и посмотрела, как работают мужчины целый день, практически не отходя. Но это тяжело. Просто нужно понимать и входить иногда на место мужчины, вставать и понимать, что мужчинам тоже бывает тяжело. И ценить это. Сейчас же женщина мало того, что не ценит, она еще и не благодарит. Ведь мужчине, по сути, от женщины не так много и надо. Ласка, забота, женственность, нежность. Мужчина может встречаться с бедной девушкой, и зачастую ему вообще все равно, сколько она зарабатывает. Но если говорить про женщину, здесь совершенно другая картина. И если говорить про равноправие, вот мне пишут в комментариях тоже там мужчины, они не понимают, если женщина сейчас купается в этом матриархате, а он пришел из Запада, так там уже давно раздельный счет. Там нет в понимании, что мужчина все должен оплачивать. Но у нас женщины хотят воспитывать мужчину как маленького мальчика. Ну, какие-то мужчины мне тоже пишут на это, что мы готовы быть главой, но станьте нормальной женщиной. Вот, например, история. Меня просили в прошлых видео, чтобы я приводила какие-то примеры. Привожу. Сегодня мужчина написал в комментарии, что он повстречался с девушкой 21 год и ее слушал. Какие у нее мысли? Надо сказать, то, что я сейчас буду говорить, это мысли, как правило, большего количества молодых современных девушек. Значит, что она хочет? Она хочет встретить папика такого, богатого мужчину, который будет, естественно, все оплачивать ей, а она будет взамен давать свою женскую энергию. Причем в 21 год, я думаю, что вряд ли эта девушка понимает вообще, что это такое. Ну и сейчас, естественно, везде тоже это транслируется, что женщина, в общем-то, женщине ничего больше не надо, кроме того, что вот она от рождения вот этой женской энергией наполнена. И, значит, она ребенком особо заниматься не будет, она отдаст его родителям и сама будет путешествовать по миру. Вот такие вот мысли современной девушки. То есть печаль и трагедия-то в чем? Потому что я считаю, что это действительно трагедия. И эти молодые девушки, которые ищут себе вот этого папика, который будет обеспечивать жизнь, и про любовь-то они не говорят.
Потом они могут столкнуться с тем, что без любви-то жить невозможно. Женщина изначально должна полюбить мужчину, его личность, а не только его деньги, его ресурсы. Вот кто-то в комментариях мне написал довольно, наверное, похоже, то, что у мужчины и женщины такая привлекательность к отношениям, когда противоположный пол заинтересовывается, он различен по возрасту. У мужчины это ближе там, к 30, да, и когда мужчина уже там, четко понимает, когда он там может уже потихонечку вставать на ноги. И, как правило, мужчина, конечно, всего добивается сам. А у женщины может быть совершенно по-другому. Женщина просто может за счет своей молодости, там, возраста где-то с 18 до 25 лет, да, один из самых таких привлекательных, когда женщина просто вот может этим воспользоваться, что и делают сейчас современные девушки или женщины уже, может, ничего не делая, как вот сейчас как раз и хотят современные женщины, да, встретить, ну, там, через одну, да, очень богатого какого-то миллионера. Ну, на всех миллионеров не хватает, поэтому женщины ждут, и уже наступает возраст, там, 35, дальше, когда женщина уже понимает, что она, ну, с таким темпом она вообще останется одна, а у разбитого корыта остается все больше женщин, потому что если мужчина даже миллион будет зарабатывать, это все равно будет для женщины мало. Мужчинам, в принципе, для самого себя не так уж много и надо. Почему так много нужно женщин? Теперь я поставлю женщину на место мужчины. У этой пары есть ребенок, и в какой-то момент неожиданно мужчина говорит: извини, дорогая, я тебя разлюбил. Чувства прошли, нам больше не по пути. Разводится и забирает ребенка. И что получается? Вот у нас тоже сейчас женщины-карьеристки, которые работают, которые, там, может быть, кому-то уже удалось квартиру купить, ну, к примеру, да, вот в браке, как это часто бывает у мужчин, машину там. И получается, что женщина это все должна поделить пополам, а у некоторых удается забрать больше половины. И женщина будет платить алименты ребенку, ну, да, для ребенка, которого она вообще может не видеть. Вот, ну, просто вот такая вот картина, навскидку, очень быстро, да, не вдаваясь ни в какие нюансы. Вот понравилось бы это женщине. А теперь представим, что мужчина, еще, что мужчина специально это сделал, разработав такой бизнес-план, чтобы жениться, потом быстренько все получить за счет этой женщины и развестись. Но это не вдаваясь в подробности, когда мужчина мог закатывать скандалы, когда были постоянные истерики, когда было постоянно дай, когда было такое постоянное, что ты не можешь лучше, больше работать и так далее. Да, постоянный, как многие мужчины пишут, вынос мозга от женщины. Сейчас современная женщина рассматривает мужчину как источник жизненных благ и не видит в нем любимого человека. У мужчины с такими женщинами нет эмоциональной, духовной, а иногда и физической связи. Нужно не поддерживать разводы женщин. Но женщинам нужно помнить, что мужчины такие же люди и хотят к себе хорошего человеческого отношения. Ну а если они его не получают, то срабатывает такой защитный механизм организма, можно так сказать, и мужчина уже не вступает в отношения, понимая, что ничего хорошего их в этих отношениях не ждет. Чтобы не потерять окончательно общество, нужно заниматься воспитанием женщин. Хочу напомнить, что мужчины отмечают, что отношения нужны больше женщинам, чем мужчинам, и как бы ни было так, что женщине потом еще придется уговаривать вступить в отношения с мужчиной. Давайте не будем доводить до этого и с уважением относиться друг к другу. Спасибо большое за внимание. Увидимся уже завтра. Пока.